Только отказавшись от старого, можно смотреть в будущее. Новое поколение консолей станет уникальным стартом PlayStation. Целых 38 игр. Каждая из них способна запуститься только на PlayStation 5. С ее незабываемыми мощностями SSD. В отличие от других, мы не боимся показывать наши терафлопсы. Вот они, карапузики мои! Каждый из вас должен гордиться, что выбрал правильную сторону. Насмехайтесь над теми, кто будет играть в старые игры на новой консоли. Ведь в это время вы будете играть в ремастеры и ремейки этих игр. С целыми 2 режимами графики! Наконец-то вы сможете раз и навсегда забыть о старой библиотеке игр с PS4, так же, как и забыли о PS3! Новое поколение должно быть новым с нуля! Обнулиться должен каждый! И не забудьте купить пульт от вашей новой консоли, ведь на ней можно смотреть ТВ! Опыт с прошлой нашей консолью был слегка неудачный. Стоп, а как называлась наша прошлая консоль? Кажется, One. Нет, она была до 360-го. А какая 10-я? Мы решили не менять традиции, новая консоль будет называться Xbox Series X. Вообще к черту презентацию, ща я вам историю расскажу. Пришел я как-то к своему другу Биллу поиграть в Фарзу и Halo. И что вы думаете? Этот черт поставил Xbox One за телевизор. То есть мы тут сидели месяц, придумывали дизайн коробки, а он взял его и спрятал. В общем, день не задался. Эксклюзивы закончились спустя пару часов, да и графончик мыльноват. Так вот... Это теперь новый Xbox. Его корпус по-настоящему инновационное говно за $2. Минималистический шедевр, сборка которого обходится нам бутылка воды для африканского племени. Консоль настолько элементарная, что даже YouTube-блогер сможет ее полностью собрать и разобрать за 10 минут. Не говоря уже об обезьянах. Все остальные деньги мы потратили в железо. Не зная, куда девать лишние терафлопсы, мы сделали для них маленькие отверстия, чтобы вы могли расстреливать ими фанатов PlayStation. И главная новость, мы спасли Игоря. Пацан почти потонул, но теперь его держат десятки студий, которые я купил вместо разработки Kinect 2. И самое важное, старый Xbox можете смело продавать, выкидывать, сжигать, отправлять в Сирию, приносить жертву сатане. В общем, отдавать на анбоксинг Шевцову, ведь все игры с него будут доступны на Xbox Series X. Как и 7 лет назад, для многих геймеров мира снова встал вопрос: на каком сайте лучше покупать новую PlayStation? И если раньше Xbox брали как вторую консоль для приемных детей, сейчас вторая консоль у большинства это телефон или китайский планшет с маленькими вибраторами. За сколько тугриков? За сим победителем войны объявляю Nintendo. Готов на любые рекламные предложения, вплоть до групповухи с Марио и Зельдой. Правда, большинству людей почему-то не нравится покупать игры с мобильной графикой за 4500. Вы что, тупые нахуй? И они останавливаются на классических консолях. О новом Xbox уже известно настолько много, будто бы он тот самый родственник, которого ты никогда не видел, но он всегда присутствовал в твоей жизни, смотря на тебя из кустов. Купи Skyrim. А вот PlayStation показали впервые, и реакция была... Что? Воу, воу, воу. О май гад! Ну красивая сучка. Ебать! Ебать! Но все познается в сравнении. Фил Спенсер любит компьютеры. Удивительно, что работник Microsoft все-таки фанатеет по ПК, а не ТВ. ТВ. Поэтому дизайн нового бокса основан на 2 принципах. Каждый потраченный бакс идет в железо, а не в корпус. И все это дело должно охлаждаться настолько идеально, чтобы вам было некомфортно рядом с ним. Слышь, блядь, ты чё такой шумный? А теперь вернемся к PlayStation. Sony, вот как можно было сделать корпус настолько дорогим, что ваша консоль будет стоить дороже Xbox, но при этом слабее? Вы восхитительны. Ну, подумаешь, у бокса 13 терафлопс, а у PS5 10. Невелика разница. И тут проблемка. К сожалению, многие не читают новости от PlayStation полностью, чем Sony очень любят пользоваться. Это ведь компания добра. Если у нового Xbox 13 терафлопс стабильный показатель, 10 терафлопс PlayStation 5 это максимальная мощность, до которой ее смогли разогнать японские девственники. Так что я всецело одобряю гениальное решение Sony покрыть половину корпуса твердым пластиком, вставить верхние стабилизаторы для полета, огни безопасности и удобную нижнюю платформу. Ведь у нас теперь не консоль, а новая ракета Илона. Зато охлаждение какое крутое! Вон сколько дырочек, хрен пойми зачем! PlayStation 4 они же так сильно помогали рядом с жестким диском! В целом Sony не нарушает традиции в проектировании турбин. Если PlayStation 6 будет выглядеть минимум не так, даже не зовите меня к себе на презентацию.
К счастью, мы здесь не с терафлопсами и корпусом играем, в основном с картоном, но иногда и с играми. У Фили с этим все легко, ведь и сам Фил обычно американский мужик из народа. Высшую математику не преподает, бок зеленый, чтобы к цвету глаз подходило. Ну а квадрат... Поэтому и с играми у Фила все просто. На старте будет 3090 миллионов игр, доступных по обратной совместимости. Уникальный искусственный интеллект Smart Delivery увеличит им FPS и разрешение, а после объединится в общую сеть, и на земле останутся только бездушные машины и котики. Для остальных домашних грызунов будут созданы те самые эксклюзивы для новых студий Microsoft. Он сказал эксклюзив? Я не видел эксклюзивов 300 лет. Это эксклюзив? Ну а для нормальных геймеров мультиплатформу завезут общий онлайн даже со старым боксом. Графоний топовой сборки ПК, сколько-то лет до нашей эры. Ну и только не говорите Sony. 120 FPS. Зато у нас эксклюзивы, глаз больше 30 не видит, 60 FPS это топ. Ты FPS играть будешь, FPS не для игр. Не, ну вообще аргумент, ведь в Demon's Souls будет 2 режима графики. В 2020 году. В новой консоли. 2 режима графики. Потанцевал раскрыт! Если же вы напились и случайно впервые купили бокс, думая, что это просто мусорное ведро, для вас Филя подкинет игры с подписки. Вон какая библиотека огромная! Всего-то по цене батона из пятерочки. Sony, как и с любыми азиатами, все сложно. Их спрашиваешь про обратную совместимость, а не те про SSD. У вас уже есть PS4 с библиотекой игр? Ну давайте спросим Sony. У бокса 1000? У нас будет 4000 игр по обладке. Но сначала 100. Но не сразу. Но PS4 не выкидывайте, она вам пригодится. Зачем пригодится? Не спрашивай, тупой годин. Мы ее будем поддерживать. Правда? Да, но не мы. Другие компании, если захотят. Но мы им записаем. А обратную совместимость будете делать сами, как и Microsoft? Да, но не мы. Мы даем возможность разработчикам сделать самим обратную совместимость. Они могут даже сами графику сделать лучше. Вы там чё, охуели? Но мы не какие-то плебеи играть в старье. Мы здесь ради эксклюзивов. О, PlayStation 5 даруй нам мощь своего SSD и железа, способного запустить лишь Next Gen графику. Ого, на целых 5 пикселей больше, чем раньше. Кто-то может объяснить, почему это не может запустить 4-я плойка? Хоть кто-нибудь? Были, конечно, и более графонистые черепашки. Вот, например, черная черепашка, которая не игра вовсе, а дополнение к игре PS4. Но теперь только на пятерочке. Horizon как был, таким и остался. Да и в целом не было ни одной игры, которая смогла бы уделать в графике тот же Gears X Vaz 2. А акцент всего происходящего свелся на 2 вещах. Даже компьютерные персонажи сумели завести себе по самочке. Пора бы и тебе гендерно разнообразить свою жизнь фурятиной. Но и графончик в новом поколении остается прежний. И такого скачка, как с PS3 на PS4, не будет. Поэтому в целом от презентации оставалось чувство жесткого Наебщики, блядь! Наебщики! И куда уж без еще одной компании добра Bethesda. В прошлом году на E3 все думали, что это за загадочный Deathloop и Ghostwire Tokyo, показанная Кодзима-чан. А это оказались эксклюзивы PlayStation 5. Вот так вот просто. Sony, вы нас за имбецилов держите? С ценой в обоих случаях до конца непонятно. В прошлый раз Microsoft немножко так обосрались с обязательным Kinect'ом в наличии, из-за чего итоговая стоимость была как жизнь обычного такого русского школьника. Хитрые японцы посмотрели на это и начали продавать PS4 в убыток себе. Ничего святого. По итогу победителя все знают. И хоть сейчас обе компании играют в гляделки, отслеживая все новости от конкурентов, как личные сталкеры, Sony пошли на отчаянный шаг и бросили полуофициальную новость о стоимости PS5 и всех ее интимных игрушек. 500 баксов, а ниже 500 евро. В рублях называть побоюсь. Готовлюсь к переходу на талоны. Версия без дисковода при этом будет на 100 баксов дешевле. Мне стоит говорить, что дисковод не стоит 100 баксов? Наверное, нет. Хотя все же скажу. Дисковод не стоит 100 баксов! Sony хотят, чтобы глупый Иван купил консоль без дисковода и больше не смог покупать БУ-диски! И паучье чутье мне подсказывает, что Sony сами создадут дефицит версии с дисководом, чтобы уничтожить рынок БУ-дисков, от которого они теряют таки немало шекелей. Возможно, все это выдумки спящего лемура, но мы тут говорим о самой лучшей в мире компании. Фил стоимость коробки еще не назвал, но она теперь 100% будет дешевле PlayStation.
Как минимум из-за того, что уже анонсирован Xbox Series S. Дешевле, чем старший гробик в 2 раза. Но и поиграть на нем можно будет только Full HD. То есть, если у вас нет 4К телека, а вы это почти все, Филя любезно просит вас присоединиться к своему столу. А теперь настало время стать дико серьезным и собрать весь пазл воедино. Обратная совместимость на PS5 в старых играх будет только если сами разработчики этих старых игр захотят это сделать. И естественно, ни один разработчик в мире, кроме команды из девушек-оленей, не станет тратить деньги на создание порта чуть ли не с нуля, для игры, от которой, возможно, не осталось даже исходников. Поэтому обратной совместимости на PlayStation 5 не будет. Нигде, кроме выгодных для самих Sony проектов. И их будет очень мало. Привет, еще одно поколение ремастеров и ремейков! Графика не просто на PlayStation, а в целом в новом поколении не изменится. Вообще, как бы обе стороны должны про это говорить. Но у Sony в основном SSD головного мозга, поэтому это тяжелое бремя взял на себя Филя. Но как по итогу оказалось, объяснить консольщикам, что 60 FPS с большим разрешением круче, чем 30 FPS 1080, практически невыполнимая задача. Я не вижу разницы! В чем отличие? Вся моя жизнь была ложью! Вот почему тема обратной совместимости так важна. Если мы будем играть в игры с такой же графикой, как и сейчас, еще лет 5, почему бы нам не пройти те, которые мы пропустили, но на новой консоли с подтянутым FPS-ом? Microsoft это понимает и угорают каждый раз, когда Sony в наглую брешут на каждый неудобный вопрос. Зато вон, PlayStation стала быстрее в 100 раз благодаря SSD. На самом деле это не так работает. Только не говорите им. И самое главное в новой эре — сервисы. И для наглядности возьмем двух Иванов. Иван слева купил Xbox и подписался на Game Pass. Теперь у Ивана очень много игр. Иван доволен, ведь ему дарят еще и новинки. Он заплатил один раз много, но теперь покупает только то, во что реально хочет поиграть. Иван, тебе как? Охуенно. Иван справа купил PlayStation и оплатил PS Plus, но игры с прошлых месяцев он больше не получит. Но Иван не подозревает, что если бы у него эти игры были, он бы в них все равно и не играл. Иван, тебе нормально? Новая консольная война — это уже не война брендов. Сейчас это битва идеологий. Одни за доступность и свободу, как у ПК, а другие продолжают давить за одну консоль, одну нацию, один эксклюзив. Спасибо, хоть логотип не в форме свастики. И вот мое самое объективное мнение, основанное на всех новостях, интервью и глубокой анальной аналитике. Если, короче, у вас есть мощный ПК, покупайте PlayStation. 2 коробки не уживутся на одном столе. А если у вас вообще нет ПК, можете купить бокс, закрыть глаза и представлять, что у вас один из тех элитных компьютеров с 2 RTX-ами. Это почти как настоящий секс. Только без девушки. И от вас откажутся родители. Не знаю, кому нужно мое мнение, когда все успели показать, как любят Sony по всем тегам Портхаба. Надеюсь, видео вышло. Просто вышло. Но есть одна часть, которая точно не попадет сюда. Из-за соображений безопасности и просто, чтобы Microsoft и Sony не кинули мне страйки. В ней я накопал много информации, как перехитрить систему и выгодно экономить консольщику. Это касается как бокса, так и PlayStation. И будет актуально и на новом поколении. Так что давайте так. Если это видео соберет 10 тысяч лайков, и каждый из вас поставит по одному комментарию, я сделаю про это отдельный еврейский пособник. Люблю, целую, не прощаюсь.